Вы, как жители, пережили ту самую кровавую субботу 7 октября? Мы в этот момент не знаем, что уже есть террористы в кибуце. Но это однозначно изменило план террористов. Мы слышим, как разбивается стекло в зале. Здесь нас застало 7 октября. У меня ребенок, нож. Пойдем, я тебе покажу. Если они открывают дверь, мы не выживем. И они все еще снимают все в прямом эфире. Это момент, который для них удовольствие. Возможно, правильно будет, я ее убью, чтобы она им не досталась. Вернемся ли мы туда, я не знаю, все еще очень неоднозначно. Когда ты переживаешь вот такое вот, у тебя теряется ощущение безопасности, базовой безопасности твоего дома. Мария, ты житель кибуца Нахлёс, а вы, как жители, пережили ту самую кровавую субботу 7 октября. 7 октября, суббота. Все спят. У меня там получилось так, что я по ту пору была кормящая мама 6-месячного грудничка. То есть я просыпалась ночью несколько раз, соответственно. И в какой-то момент я проснулась в 4:10, 4:20. Это как раз время самого первого утреннего намаза у мусульман. А вы слышите? Мы слышим, там всё это отлично слышите? все слышно, да. Окей. И я помню, что я в этот раз проснулась, и меня удивило, что что там, как сказать, там обычно каждый муэдзин в свою дуду дует, и там полная какофония. То есть вот кто во что горазд, те как бы так и поют. А все же еще с усилителями, в микрофоны, и то есть там абсолютная какофония. А в этот раз, я помню, я проснулась, и был один голос, который вот прям один из многих усилков такой. И он как бы что-то там такое радостное, воодушевляющее обещал. То есть я ни слова не понимаю, я арабский не знаю, но ты чувствуешь интонации. И там вот было прям такое что-то... Ура, я мы думаю, победим, что-то вот вдохновляющее, воодушевленное такое, знаешь, вот такое прям... И я помню, я так еще удивилась, думаю, ничего себе, может, там праздник какой-то, может, они решили порадоваться в честь 70-летия кибуца. Мы в эту субботу, 7 октября, было назначено большое празднество в кибуце, просто вечер. Это в 4:20? А в 4, где-то там, в 4:10, 4:20, что-то такое. Уже там звоночек такой был, в общем. Ну, как сказать, звоночек-то это я сейчас такая умная на диване сижу, а там как бы наоборот, я еще подумала, что-то классное у них происходит. Молодцы, могу только порадоваться. Кто же знал, что классно, это типа сейчас мы всех евреев перережем, и как бы умоемся в крови их младенцев. Если бы знала арабский, может быть, я бы как-то лучше встревожилась. Но да, и вот приходит утро, и первое, что мы слышим взрывы и Цева Адом, сирена. Ну, собственно, там у нас не сирена, у нас в кибуцах не сирена Голос. срабатывает, а голос, да. В 6:29, правильно? В 6:29, да, как бы рано-рано утром. Опять же, суббота, поспать хочется подольше. Вот. Есть люди, которые уже встали на тот момент, но вот мы спали еще. И вот там как бы вот этот Цева Адом, но сначала бумы, а потом Цева Адом. Он опоздал буквально, дилей где-то на несколько секунд, но это... И мы, значит, подлетаем, а там еще как. Я за неделю до этого сломала ногу. Вот. Я, значит, в гипсе. Муж мой подлетает, и я помню, что он сначала, значит, бросается в мамат, потом возвращается, потому что надо ребенка взять. То есть он вот так вот. И я ему кричу, типа, беги, 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 закрывай окно. Потому что там надо закрывать железный ставень, а мамад, это я там сделала детскую, и поэтому всегда держала окно открытым, чтобы проветривать. И я ему, типа, беги, закрывай окно, значит, я ее принесу. И я хватаю ребенка, и вот на этой, типа, на гипсе поскакала быстро в мамад. И обстрел был такой интенсивности, что Элад не мог выпрямиться, чтобы закрыть этот железный ставень, потому что, это берет мужскую силу, как бы, да, там надо это самое. Вот. А он не мог выпрямиться, потому что там взрывы. Такого раньше не было. Не было. Вот такого раньше не было никогда.
ну, по крайней мере, на моей памяти, может, Элад как-то по-другому расскажет, но вот такой интенсивности я никогда не... И я помню, что я ему кричу, я уже прибежала в Мамат с малой, и я кричу ему, типа, оставь, садись, типа. И мы вот сели в такой дальний закуток, самое вот так вот закрыли малую, закрыли себе головы, сели и сидим, чтобы... пережидаем, да, чтобы была хотя бы минута передышки, чтобы можно было закрыть ставень. И вот мы вот так вот какое-то время сидели. Ну, и сами-то с мыслями, что, во-первых, испортили нам субботу. Ай-яй-яй. С мыслями, что, да, видимо, праздник на вечер отменяется. Тоже как бы... Вот. С мыслями, что сейчас, типа, позвоню родителям, поедем в центр, а может быть, даже севернее, потому что, это обычно то, что мы делали, что, как бы, когда такие обстрелы, все это самое, там, собрали чемодан, поехали куда-нибудь. Друзья, мы документируем все, что связано с событиями, с нашей трагедией 7 октября 2023 года в Израиле. И нам нужна ваша помощь. Если вы как-то связаны с этими событиями, были свидетелем или связаны в рамках своей профессии, может быть, ваши знакомые, обязательно свяжитесь с нами. В описании под этим видео есть ссылка на наш сайт, где вы можете отправить ваши контакты, и мы обязательно с вами свяжемся. Вы также очень сильно нас поддерживаете и продвигаете, если вы ставите лайки, пишите свои комментарии, делайте репосты. И самое главное, вы подписаны на наш канал. Я Элиад Путерман. Я родился в кибуце Нахаль-Оз. Родился в 1983 году. Я прожил в кибуце практически всю жизнь. Я покажу вам, где все происходило. То, что вы видите здесь напротив, это Джабалия. По сути, это ближайший к нам район. Сейчас вы можете видеть, руины, да? Сегодня это руины. Раньше здесь были дома, и все выглядело совсем по-другому. Вы видите вот этот холм там? Вот это рампа. Эта рампа – важная точка в истории атаки на Нахаль-Оз. Где-то в 6:30 утра началась вся история. Из этого района, Джабалия, врываются силы, примерно в 750 метрах отсюда. Они врываются на мотоциклах прямо на территорию. В это время прибывает группа солдат, которая находилась там, рядом с водонапорной башней. Я потом вам ее покажу. Это были бойцы Голани, несколько джипов. Я не знаю точно, сколько их было, но немного. И они заняли эту позицию на холме, в этой точке. Это относительно новая позиция, так что возможно, что Хамас не знал о ней. Но это только предположение. В любом случае, солдаты заняли позицию и оттуда начали стрелять по террористам на мотоциклах. Я слышал в интервью, что солдаты рассказывали, что убили около 70 террористов. Точную цифру я не знаю. Но это однозначно изменило план террористов. Тут есть дорога, которая идет прямо отсюда почти до задних ворот кибуца. По плану они должны были прорваться напрямую, прорезать путь прямо к воротам за несколько минут. Но из-за сопротивления им пришлось изменить маршрут, и они обхватили кибуц с другой стороны, и они сделали большой крюк и зашли через задние ворота. Это их задержало. Я могу с уверенностью сказать, только это замедление уже спасло жизни в кибуце. Почему? Потому что, когда в 6:30 начался минометный обстрел, один подросток из кибуца бегал по кругу. Ему было, кажется, лет 13. Его мама позвонила Илону, начальнику отряда самообороны, и сказала ему: «Послушай, мой сын бегает, приведи его домой».
Теперь у Илона не было времени отвезти его домой. Поэтому он просто взял мальчика с собой и отвел к себе домой. Туда, где были его жена, его дочери. И там этот мальчик провел весь день 7 октября. Теперь, когда Илон вышел из дома, он уже увидел, как террористы заходят через задние ворота. То есть промежуток времени был минимальный, на грани. Я вам покажу, откуда они зашли, и расскажу немного, как проходил бой первой волны. Илон выходит из своего дома. Это тот самый дом, возле которого мы сейчас находимся. Как только он выходит, он понимает, что всего в 100 метрах отсюда, от главного входа, террористы уже заходят. Он немедленно сообщает об этом и вызывает группу из 12 бойцов ЯМАС, спецназ, которые находились тогда в кибуце. Он предупреждает их, что в районе есть террористы, и, в принципе, он сам вступает в бой. Один. Насколько мы знаем, он успевает выстрелить 3 пули из своего пистолета, но боевики обходят его и убивают прямо здесь, позади нас, у самого входа в его дом. И с этого момента начинается бой. 6 бойцов ЯМАС прибывают. Они убивают там Шоши Брош, тяжело ранят ее мужа Йончи. В ходе долгого боя здесь один из бойцов ЯМАС погиб, еще один был ранен. Но именно здесь была остановлена первая волна атаки на Нахаль-Оз. Важно понять, если вы хотите понять, почему в Нахаль-Оз было меньше убитых по сравнению с местами вроде Беэри или Кфар-Аза, здесь ответ – это сопротивление. Вначале со стороны бойцов Голани, затем здесь со стороны ЯМАС. И когда я говорю «короткое сопротивление», оно не было коротким. Они сражались весь день и делали здесь невозможное. Но именно это сопротивление – это разница. Это разница между 20 убитыми и 100 убитыми. Вот так Илон привел к себе домой Уриэля Зоара, того самого 13-летнего мальчика. Он вышел наружу и уже увидел, как террористы заходят в район. Он занял позицию прямо здесь, на этом углу, с пистолетом. У него был только пистолет. Оружие было заперто в оружейной. И он начал с ними перестрелку. Они обошли его с другой стороны и застрелили сзади. Он был убит прямо здесь, у входа в свой дом. Так мы потеряли Илона. А как часто обстрелы бывали? Часто. Каждый месяц? Ну, больше. Не. В кибуцах, вот в приграничных кибуцах все это самое юг обстреливали на протяжении с 2005-2006 года, что-то такое. Ну, вот как это самое. Раньше тоже, ну, там меньше, а с 2005-го там какая-нибудь мина, какая-нибудь вот это вот. И получается, что вот этот обстрел, мы вот так вот сидим, значит, ждем. В какой-то момент наступила легкая передышка, Элад смог захлопнуть ставень, ну и мы, соответственно, сразу залазим, значит, в новостные сайты, начинаем проверять, что происходит, нигде никакой информации. Начала поступать первая информация о том, что вот есть недалеко вечеринка, ну, такая, типа, Мисибат Тева, вот это вот. Нова. Да, и, типа, там же как было, там Нова и Псайдак рядом. Вот, и там, типа, что вот вечеринка, и там вот вроде как это Мисибат Тева, значит, там человек на 50, и туда, типа, вот добрался один человек, типа, один террорист. Ну, вот еще первые самые сообщения, еще никто ничего не знает абсолютно. И я помню, мне Элада так говорит, типа, вот Мисибат Тева, и там террорист. Я говорю, если это Мисибат Тева, и там даже один террорист, это Мисибат Тевах. То есть это убийство, потому что, ну, там люди, которые
лежат без тапочек, значит, на гамаках, и это примерно все, что они делают. И даже если один с автоматом туда добрался, все, там просто там будет ужас. Но я тогда не представляла, насколько это ужас, насколько это действительно вот был расстрел людей, убийство масштаб всего этого. Опять же, и мы слышим стрельбу, но опять же, нам, так как мы достаточно близко к забору, стрельба — это не что-то, что мы редко слышим. И поэтому нам сложно определить, это как бы наши стреляют по забору, там, по границе или это уже стрельба здесь внутри, потому что, ну, как сказать, звук более-менее одинаковый. Автоматные очереди, ты имеешь в виду? Мы слышали автоматные очереди, мы слышали пулеметные очереди, ну, такое вот то самое. Я не могу сказать, что я великий специалист на слух определять, кто там из какого калибра стрелял, но вот ты слышишь эту автоматическую стрельбу. Ну и мы, соответственно, сидим, там родители мне уже написали, типа, срочно выезжаете. Я говорю, ну вот как только нам дадут разрешение выехать, мы, конечно, сразу поедем. Все. В какой-то момент интенсивность обстрелов снизилась, то есть, типа, не каждую секунду ЦВА дом, снизилось все это дело. Ну, а мы, соответственно, типа, ну, утро. Мы как из кровати выскочили, во всем исподнем, так и сидим. Да. И я такая, типа, что Элад такой говорит, неважно, что, я хочу пойти там покурить, кофе попить. Я говорю, ну ладно, иди, потому что мы себе вообще не представляем масштаб, не представляем, что происходит. Для нас, да, что это какой-то массированный обстрел, мысль наша, что сейчас наши самолеты, наши вертолеты поналетят, там все отутюжат очередные дюны, и типа мы так, вот мы вам показали, и на этом примерно все. Ну и там, видимо, будет какая-то военная операция, но как бы мы спокойно соберем чемодан и уедем. Все как обычно, да, вот это рутина полугорячего конфликта. И он, соответственно, выходит покурить. Мы в этот момент не знаем, что уже есть террористы в кибуце. В нашем уже есть террористы, и уже идут бои. И он выходит, значит, с кофеем покурить на веранду. Я в это время, значит, такая, типа, ну, думаю, я не знаю, сколько мы в Мамаде еще просидим. Может быть, Мамад — защищенная комната. Может быть, и час, может быть, 2, может быть, 3, может быть, 5, может быть, полчаса. Я не знаю. Но как бы, если вдруг долго, надо, чтобы там что-то было. То есть, на наше счастье, это детское, то есть там всякие памперсы, вот это все дело, оно там лежит уже в больших количествах, но как бы я пошла, значит, принесла бутылку соды, такую полуторалитровую, каких-то там печенек шоколадных, принесла, значит, эти зарядные для телефонов, взяла свою женскую сумочку, тоже принесла, такая, с мыслью, я на самом деле ничего такого, мысль моя была, что если мы сейчас срочно надо будет уходить, там, типа, нам скажут срочная эвакуация, чтобы я ее не бегала, не искала по дому, а сразу схватила и побежала. Вот, и мы, значит, ну, вот эту сумочку, и такая, типа, еще так сижу, думаю, ну, ладно, вот чтобы чисто себя чувствовать поспокойнее, принесла, значит, такой нож, могу их показать потом, они здесь, нож и топор. Вот. И такая, еще их приношу в Мамад, и ладно, еще на меня так, типа, в духе, нафига. И я такая, типа, ну, максимум, значит, помрем с оружием в руках, уйдем в Вальгалу. Ну и типа ха-ха-ха, хи-хи-хи, я такая, какой смешная это самое, напишу это в Фейсбуке. Написала это в Фейсбуке. Реально написала там, вот нам... Пост? Да, пост написала в духе, в Мамаде, что... Нет, в духе, что вот твари испортили нам, значит, такой хороший шаббат, праздника не будет, ну вот сидим, значит, с ножом, с топором, максимум уйдем в Вальгалу, ха-ха-ха. А новости о том, что на вас уже на кибуц напали, ты откуда узнала? Нет, это мы узнали спустя время, где-то там мы час, где-то прошел после того, как мы это самое, пришло сообщение в общий кибуцный чат в WhatsApp, закройтесь в Мамадах, есть, типа, есть опасность того, что есть проникновение. А мы там сидим, значит, я там какие-то новости включила, там ля-ля-ля-ля-ля, и тут мне Элад такой говорит, все, выключай, мы переходим на
на тишину, на беззвучный режим, и типа это самое. И он закрыл дверь в мамад, и на наше счастье прошлые жильцы, он там прошлый жилец, он такой слегка, он из силовых структур, так он слегка параноил, и он типа сделал там щеколду такую. Дополнительную? Да, не дополнительную. В мамадах в принципе нет замков. Мамад не для того, чтобы защищать тебя от террористов, он для того, чтобы защитить тебя от ракет или во время землетрясения, если ты вдруг не можешь выйти. Вот. И поэтому там весь принцип в том, чтобы дверь-то легко открывалась на самом-то деле. Ну как, относительно легко открывалась, чтобы ты мог выйти. И поэтому абсолютное большинство, 99% мамадов в стране, они были без какого-либо замка. Достаточно спокойно открывались, да. А у нас была вот эта щеколда, и Элад ее хопа и захлопнул. Я про нее не знала, я бы на нее, может быть, внимания не обратила. Если бы я была одна, я бы тут, возможно, не сидела. Вот. И он так, типа, щеколду захлопнул, и такой, типа, все, давай тихо сидеть. Ну, тихо сидеть – это классно, у нас 6-месячная дочь на руках. Лин, надо отдать ей должное, молодец, золотой ребенок. Увидела, что мы сидим тихо, тоже сидела тихо. Вот просто ни пипса не произносила. Но мы так сидим, там что-то переговариваемся шепотом. 11:00. Мы слышим, как разбивается стекло в зале. В вашем доме? В нашем доме, да. Вот, ну, прям слышим, что кто-то разбивает стекло, и слышим разговоры на арабском. Мы с Эладом подрываемся. Встаем там в это. У нас мамад, он не совсем как квадратная коробка, он с такой, с легкой нишей возле двери. И вот мы в эту нишу, значит, заходим. Элад впереди меня, я позади него с ребенком, я с ножом с ребенком, он с топором стоит. Ну и все. Ну, мы ждем, что произойдет. Ну, слышим, что вот они заходят, что их несколько человек, как минимум 2. И выстрелы при этом были? Нет, выстрелов не было. Они именно разбили стекло, и вот они начинают там, значит, ходить по дому, и мы слышим, как они там переворачивают вещи, открывают шкафы, переговариваются, что-то, и шаги, которые приближаются. Вот приближаются, и они начинают дергать двери в мамад. Но так как у нас щеколда, мы не боремся за ручку, ручка свободно ходит. И они как бы ее дергают, просто дверь закрыта. Отошли, там, ходят дальше по дому, переговариваются. Потом пришел еще один. Вот они, значит, ходили, несколько раз возвращались, пробовали, дергали эту дверь в мамад, вот несколько раз. Мы, значит, стоим. У меня ребенок, нож. Элад с топором вот так вот махает рукой. Готовится, типа... Мы оба понимаем, что... Если они открывают дверь, мы не выживем, скорее всего. Ну, только если там прям, я не знаю, нам прям супер-пупер повезет, как бы чудо случится. Потому что они вооружены огнестрелом, а мы 2 гражданских человека как бы с топориком и с ножиком. Еще да? неизвестно, сколько их там, вы не знаете. Ну да, даже если вот мы правильно посчитали, их там 3. Даже если мы там каким-то чудом одного завалили, 2 ранили. Есть 3 с автоматом. Все, мы как бы оттуда живые не выйдем, но вот мысли, что как бы хотя бы попытаемся продать жизнь подороже. Это, собственно, дом, в котором мы жили в кибуце. Здесь нас застало 7 октября. Где-то в половине 7 вечера, когда прибыли солдаты, я вышел покурить сигарету, потому что весь день я сидел в укрытии, и я не мог курить. Я стоял вот тут и смотрел туда, в сторону этих белых контейнеров. Тогда это еще не были контейнеры. Они появились здесь уже после 7 октября. Это временное жилье для солдат. Но там была парковка, и именно там стояли наши машины. И я видел, что машины разбиты. Все было прострелено, стекла выбиты. И вся моя рабочая экипировка, что была в машине, была раскидана повсюду. И позже, примерно в 11:30, когда солдаты пришли 2 раз, чтобы эвакуировать нас, и я буквально заставил их пойти со мной туда, чтобы собрать снаряжение. Я тебе сейчас покажу, где это было точно. Нужно сказать, солдатам эта идея совсем не понравилась. Сейчас я понимаю, по очень уважительным причинам.
Но тогда я не мог даже представить, что даже с 20 солдатами вокруг все еще опасно ходить по кибуцу. И я был уверен, что уже все, что угроза со стороны террористов давно устранена, и стрельба вроде бы тоже утихла. И вот здесь, где сейчас стоят контейнеры, тогда стояла машина. И мы начали собирать вещи. И вот по этой дорожке... Пойдем, я тебе покажу. На этой тропинке лежало тело. Прямо здесь, на тропинке. Было темно, и я, к счастью, не видел все ясно. Но впоследствии я узнал, что это был один из тайских рабочих. Ему просто отрубили голову мотыгой. Есть видео, снятое Хамасом. Они снимают, как отрубают ему голову мотыгой, и смеются. Они празднуют. Это момент, который для них удовольствие, безумие, которое невозможно осознать. И это все буквально в 10 метрах от моего дома. Знаешь, вот этот разрыв между тем тихим цветущим кибуцем, каким ты видишь его, и тем, что произошло здесь на самом деле, вот это то, что я, наверное, никогда не смогу по-настоящему объединить в одно и то же место. И я вот с малой, малая ко мне прижимается, но она шестимесячный ребенок ничего не понимает. И она молчит. И я такая, господи, она вот не спит, ничего, она в сознании, она там это самое, там что-то там не игралась, даже попыталась какую-то фигню, там позади меня там какая-то штука стояла. И я помню, как она там схватила, потянула рукой, и я такая, нет, потому что сейчас это будет как... То есть, получается, единый звук ребенка или какой-то шум, Да. сразу было бы слышно. Сразу было бы, во-первых, бы они, скорее всего, услышали, но если бы ребенок завопил, там нет. И они бы поняли, что кто-то есть. А так у меня до сих пор мысль, что они, в принципе, подумали, что дом пустой, потому что там как еще получилось? Я когда вот эти полезные вещи в дом, собирала в Мамад, Элад прошелся по всему дому, и он так, закрыл трисы, закрыл, дверь, выключил свет везде. И ощущение, что как будто просто дома сейчас никого нету. Уехали куда-то. Плюсом нет женской сумки. Плюсом такие вот всякие такие мелочи, которые в итоге складываются в картину, что... Никто не живет. Что здесь сейчас нет людей. Просто живут, да, это жилой дом, но нет людей. Опять же, потому что мы не встали сильно рано, у нас там не было какого-то завтрака на столе, каких-то таких вещей, которые говорят, что вот они люди. Нет, ничего такого не было. И поэтому я так думаю, что они просто решили, что в доме никого нету, и поэтому не слишком боролись эту дверь открыть. Может быть, они решили, что это просто дверь на задний двор еще одна, или еще что-то такое. Но они пытались, раз 10 пытались ее открыть, но не старались. Подергали, один подергал, второй подергал, третий такой, вы все дураки, я подергаю. Подергали, но отстали, они не пытались открыть. И, значит, я в это время пишу в Фейсбуке «Террористы у нас в доме». Элад в это время пишет тоже, что, нас бросили в Киротану, нас бросили, потому что мы слышим террористов, мы слышим стрельбу, мы слышим периодически ЦВА-дом, обстрелы со стороны Газы. Мы не слышим, чтобы наша армия каким-то образом отвечала. Мы не слышим самолетов над головой, мы не слышим вертолетов, мы не слышим каких-то... Мигалок, сирен. Ничего вот этого. И вот это вот, и Элад там пишет кто-нибудь «помогите, помогите». И мои подруги, потому что я с ними переписываюсь тоже, они там звонят во все возможные инстанции, и мои родители звонят во все возможные инстанции. Мама там просто, я не знаю, кого на уши подняла, черта лысого на уши подняла, и не от кого получить ответ. А отряд самообороны у вас был? 2 человек из Китат Кунынут, они смогли скооперироваться вдвоем, и они очень многое сделали. Про это, у них есть хорошее очень интервью. Они живы, да? Они живы, но... Отстреливались. Они там вообще устроили дикий шухер, они ездили по всем местам, то есть они такие, у них
по пистолету на двоих и 1 автомат. И, по-моему, там 2 магазина было, что-то такое. Ну, там очень мало. И они вот с этим делом сумели, передвигаясь на машине из точки в точку в кибуце, создать ощущение, как будто есть много людей, которые в самообороне. А по факту это 2 человека. Но по факту это было 2 человека. Опять же, остальной отряд, как бы люди из остального отряда, они не смогли выйти, потому что есть же это дебильное... Ну, мне можно. Как я пережила дебильное распоряжение было, что оружие отряда хранится в нышке, хранится в оружейной комнате. Ну, как бы, это... До него еще надо дойти. Во-первых, до него надо дойти, во-вторых, оно закрыто, ключ у равшаца, если вдруг с ним что-то случилось. До свидания. И плюсом, как бы, террористы готовились. Они готовились долгие годы. Они знали, где это Нышкия, и устраивали там засады. То есть не только в нашем кибуце, везде, как бы, да. То есть это первый, первым мы захватим телефон и телеграф. Вот первым они захватывали, шли к домам тех, кто мог сопротивляться, и старались их убить, и захватывали вот эти стратегические точки. Сейчас мы подходим примерно к 12-12:30 часам дня. Дом за нашей спиной — это дом семьи Зор. Это дом Уриэля Зора, сына Ясмин, которая позвонила Илону утром, ровно в 6:30, и попросила: «Забери, пожалуйста, моего сына». Я уже говорил, что вмешательство бойцов Голани спасло жизнь. Но, конечно, Илан тоже успел спасти жизнь тогда, когда он забрал Уриэля. Потому что примерно в 12:30 семья Зор была убита здесь, в этом доме. Как именно это произошло, до конца неизвестно. У них была задвижка на защитной комнате, мамад, похожая на ту, что была у нас. Но Янив, Ясмин и их дочери были убиты прямо здесь. Примерно за 40 минут до того, как прибыла основная сила Цагаль, во главе с резервным генералом Амиром Тибоном. И вот то, что Илан забрал Уриэля к себе домой и не вернул его в дом родителей, по сути, спасло ему жизнь от очень-очень трагического конца, который произошел здесь, прямо у нас за спиной. А дом погибшей семьи, убитой семьи, в которой один только ребенок спасся. Кстати, мы очень много говорим про ЗАКа в наших фильмах. Да, это служба, которая собирает тела, хоронит, добровольцы религиозные. И вот на домах вот такие таблички, то есть проверено, зачищено ЗАКой. То есть здесь была ЗАКа, они все проверили, они сделали свою работу, и вот они клеят такие плакаты. В этом доме, понятное дело, никто не живет, и, по всей видимости, жить уже никто не будет. Кстати, вот это вещи убитой семьи. Это их вещи. В 12:05 я просто, что такая умная, я на часы смотрела с мыслью, что если я выживу, я буду рассказывать свою историю, и мне хочется каких-то якорьки такие бросить на время, потому что это очень важно, вот этот таймлайн, он очень важен. И я выжила и рассказываю свою историю, и я могу рассказать, что в 12:05 они ушли из нашего дома, там, потом уже... Перевернули дом? Перевернули дом полностью. Ограбили, вытащили? Что-то? Ограбили, вытащили, много чего испортили, побили, уничтожили, ну, как бы там... Ничего хорошего. Ничего хорошего. Не подожгли, на наше счастье, хотя мы, как бы, когда они ушли, это была одна из первых наших тем для разговора с Эладом, как бы, что мы шепотом переговаривались на тему того, что если сейчас запах гари, если мы сейчас это самое, я ему сказала, типа, мы открываем окно, у нас нет выбора, мы открываем окно, ты вылазишь, я тебе даю малую, и ты бежишь, как никогда в жизни не бегал. Вот самым быстрым способом просто. И он такой, я тебя не брошу.
И мне как человеку приятно, но я помню, что я вот в моменте чуть его не удушила, потому что со сраным гипсом. Даже на самом адреналине я все еще физически просто буду медленнее бежать, я буду вас задерживать. И я ему говорю, я постараюсь выжить. Я не буду поднимать лапки. Это не значит, что я типа такая, вот ты убегаешь, а я тут, значит, жертва остаюсь. Нет, я попытаюсь выбраться, приложу все усилия, но я вас буду задерживать в любом случае. Поэтому ты вылазишь, берешь малую и бежишь. Я тоже вылажу, и как-то убегаю, и потом, если все хорошо, мы встретимся, как бы это самое. Но мне главное, главное в нашей жизни сейчас это ребенок, да. И как бы и вот в такие моменты ты очень понимаешь вот это вот родительское это самое. Опять же, я вот забыла рассказать, потому что я всячески это от себя отодвигаю, это мгновение. Но вот пока террористы ходили, вот когда они пытались открыть дверь, и я еще не знала, у них получится или нет. Я, в принципе, до последнего момента не знала, получится или нет. И вот они дергают ручку, а я стою с малой вот так вот, и у меня нож в руке. И я думаю, может быть, если они открывают, я вижу, что они открывают дверь, возможно, правильно будет, я ее убью, чтобы она им не досталась. Потому что если она им достанется, ничего хорошего не будет. То есть тут я, по крайней мере, убью быстро и... Это у тебя такая мысль промелькнула? Это у меня такая мысль была. Вполне серьезно. Ты абсолютно. Готова на полном. Готова — это сильное слово. Я не уверена, что я была готова и что я бы это сделала. Ты допускала такую. Но эта мысль мне пришла в голову, да. То есть я стою, смотрю на своего ребенка, она мне улыбается 2 зубиками своими первыми. А я как бы с ножом стою там, и, возможно, надо это сделать. И мне нечего про это сказать, кроме как, что я надеюсь, что больше никогда в жизни мне не придется быть в такой ситуации, когда я вот такое вот думаю. Это мысль у тебя самой собой, ты с мужем не делилась? Нет, я с мужем не делилась, но мы в этот момент, там террористы ходят, мы как бы так-то были сосредоточены. Вот. Опять же, одна из мыслей, что я там, как бы стою, вот этот нож у меня в руке, и я чувствую, что у меня пальцы слабеют, то есть у меня рука разжимается. Потому что сама мысль о том, что вот надо им сейчас бить, не помидорки резать, а она настолько это ужасно даже в этой ситуации, настолько это самое, что я помню, что я усилием воли себе сжимала кулак, вот прям вот мыслью думала, держи пальцы, держи, надо. И вот я рада, что мне не пришлось это проверять, что мне не пришлось проверять свою готовность. Я именно с мыслью, что это будет лучше для нее, чем они сделают. Чем она достанется к ним. Потому что если она достанется им, я не знаю, какие ужасы она должна будет пережить до того, как они ее убьют. Все, это все, что это самое. Запекут живьем, изнасилуют. Да. Все, что происходило. Будут разбивать ей голову о стену, как, видимо, Бибосом. Итак, как мы уже сказали, вторая волна была, по сути, самой смертоносной, поразившей кибуц. Потому что первая волна в основном была остановлена. Те солдаты, которые заняли передовые позиции, перешли к боям на базе и в Кфар-Аза и занимались другими делами. На самом деле, во второй волне кибуц был затоплен сотнями террористов. Группа террористов пришла в этот дом. Этот дом — дом семьи Арава Эль-Каям. Они входят сюда, захватывают семью. Там находится Дикла Арава, Ноам Эль-Каям и 2 его дочери, Дафна и Эйла, и сын Диклы, Томер. Томеру 17 лет. И, по сути, они берут телефон одного из них и запускают прямую трансляцию в Facebook, начинают транслировать миру происходящее. Ноам, когда начинается видео, уже ранен в ногу, он истекает кровью. Они там ведут какие-то переговоры с семьей и говорят Томеру выйти с ним, пойти с ними. Но он пытается спорить с ними, говорит им: «Позвольте мне выйти, оставьте его, он всего лишь ребенок».
Им, конечно, это неинтересно. Они берут Томера с собой. Семью Арава Аль-Каям, они похищают. Но по пути, когда они их похищают, они берут машину Диклы и пытаются найти путь с машиной, чтобы покинуть кибуц. К сожалению, они попадают под обстрел. Дикла погибает на месте. Тело Ноама, который также был ранен в этом обстреле, находят где-то рядом с коровником. Эла и Дафна похищены в Газу. В этот же день мы уже видим их фотографию, сидящих на каком-то матрасе в Газе. Девочки. Девочки, действительно, просто девочки. К счастью, они были возвращены в первой сделке, они с нами в Израиле и сейчас в безопасности. Томера они берут с собой, и также с телефоном. Они продолжают документировать происходящее. Они начинают идти с ним по этому маршруту. Теперь они просят Томера начать стучать в двери, чтобы попытаться заставить людей в кибуце открыть дверь, позволить им войти, похищать, убивать, делать все, что они хотят. И дом, в который он приходит случайно, это дом его тети, сестры его матери. И действительно, парень, надо сказать, с сообразительностью и большим мужеством делает самый минимальный стук, какой только можно. Кричит так, чтобы в полуха было слышно, что он не совсем владеет собой в тот момент. И он стучит в дверь и говорит: «Выйдите, откройте дверь». Затем он смело смотрит террористам в глаза и говорит: «Здесь никого нет, попробуйте в другом месте, их здесь нет». Начинает придумывать им оправдания. Таким образом он спасает свою тетю, которая находится здесь, в защищенной комнате, прямо в этом доме. Он переходит в следующий дом. Этот дом в тот момент не заперт. Он стучит в дверь, один из террористов открывает ее. Они входят, он говорит им: «Здесь никого нет, здесь никого нет». В этом доме есть две защищенные комнаты. В одной из них прячется семья, другая пустая. К счастью, он идет с террористами в пустую защищенную комнату, открывает и говорит им: «Здесь никого нет», и они выходят. В другой защищенной комнате вся семья спасается. Кстати, просто в скобках, первое ранение 7 октября произошло здесь, в этой защищенной комнате. Сюда упала мина и слегка ранил одного из подростков в доме, в руку. Оп. Это вот герой. Это вот героиня, да. Героиня. Это Да. героиня. Да, Которая спасла. сидела тихо. Сидела тихо, ни пипса, ни полпипса, не кричала, ничего. Это же действительно вот малейший писк, они бы поняли, что ну все, Что там надо люди, да. ломать, взрывать и Что хотя бы поджечь. поджечь, как они Достаточно это делали. поджечь. Выкурить из серии. Да, типа, что-нибудь. Да. Поджечь, встать напротив окна. Ну и все. И вот террористы, 12:05 террористы уходят. Падает интернет. Связь в полной жопе. То есть и я сразу же написала маме, увидела, что интернет уже все не пашет абсолютно, написала СМС, и потом думаю: так, СМСки сейчас тоже будут ходить через пень-колоду, потому что огромная нагрузка, все попадало, все в хаосе, это самое, я буду писать тайм-коды. То есть не буду писать на 12:10 такого-то числа, террористы ушли, мы в порядке. Вот такое вот. То есть, и у меня эта мысль была не потому, что я занудный человек, хотя я, да, вот, но потому что я не знаю, когда эта смс-ка придет. Она, может, через 3 дня придет, и будет классно, кто-нибудь там, мама телефон открывает: «Мам, у нас террористы ушли». Подождите секунду. Вот. Хорошее решение, кстати. Да, и я это Я самое... даже не подумал. И я пыталась писать эти смс-ки, в какой-то момент вот пробиться к родителям, к друзьям, к всем написать, что мы в порядке пока что. И вот мы сидели мы где-то
до 5:30 вечера, 5:36. И, короче, где-то вот в полшестого, 6 мы слышим, что опять, значит, шумы вот этого стекла, битого под ногами. Но в этот раз мы слышим иврит. Когда еще до того, как террористы к нам зашли, в какой-то момент мы услышали, как по кибуцу ходят и кричат «Цагаль, цагаль», но с таким очень характерным акцентом. А, они типа выдавали себя за Да, армию? да, они Чтобы люди выдавали, они выходили? поначалу выдавали себя за армию, типа, что «Цаль, цаль», Цаль, типа, выходите, не выходите, бойтесь. да, и это самое. И Элад такой говорит, типа, я даже и не собиралась, но да, звучит подозрительно. Вот, а когда вот в 6 вечера мы услышали, и там, во-первых, никто не кричал, они переговаривались между собой, и это был очень такой специфический иврит, типа в духе там вот, там, зачистите помещение, зачистим помещение, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Но, опять же, солдаты, это, в принципе, я уже в том возрасте, когда это уже наши дети, да, как бы, то есть это, в принципе, люди 18-20 лет. И я не могу, они такие милые, они, значит, прошлись по дому и такие, тут все чисто, до Мамада не дошли. И они такие, тут все чисто, нет никого. И тут я такая, как нет никого, мы здесь. И я помню вот это чувство, когда я хочу им крикнуть, открываю рот впервые за много часов. А у меня связки не работают, потому что я молчала очень сильно. Звука нет. И звука нет, и я такая, и у меня такой сип, я так, не-не-не-не, нельзя сейчас это самое, какое, они сейчас уйдут, и все. А мы уже без воды, как бы это. И я такая, мы здесь, и Элад тоже, здесь, есть гражданские. И слышим, там такая тишина, и потом так, гражданские? Мы так, да, гражданские, в Мамаде. Ну и все, и вот мы, значит, типа открыли дверь, Элад к ним вышел, как бы это самое, ну и все, и как все. То есть это была команда, которая именно зачищает, которая ведет бои. И они такие, типа, мы вас не эвакуируем. Эвакуацией будет заниматься другая команда. Они Поэтому вы занимались сейчас, зачисткой. да, вы сейчас там возьмите себе еще водички, еще всяких разных вещей, что вам надо, да, как бы пока мы тут в доме. Но потом вы возвращаетесь в Мамад, закрываетесь и ждете эвакуационную команду. Красивое слово. Вот. И вот дождетесь вот только тогда. И эвакуировать нас пришли где-то в 10:30 вечера. Это вы весь день, в общем, в Мамаде Да, просидели? мы, получается, просидели в Мамаде около 17 часов, и это прям совсем, скажем так, лайтовый вариант. То есть все, что я вот сейчас рассказывала, все вот это вот пережитое, это супер, пупер, упер, друпер лайтовый вариант 7 октября. Просто мы не входим даже в 10 тысяч самых жестких историй. Отсюда он продолжает. Здесь террористы немного разделяют силы. Группа террористов входит в этот дом. Из этого дома они похищают Эльму. Эльма – пожилая женщина, больная. Она была освобождена в первой сделке. Действительно, я не преувеличу, если скажу, что если бы она прибыла на 20 минут позже, она бы не выжила. На самом деле, в то время были опубликованы ее показатели. Я был тогда с другом, который врач, и он сказал мне: «Элад, люди не выживают при таких показателях. Она не выживет. Это медицинское чудо, что она жива сегодня». Они держали ее там в ужасных условиях. Действительно, ужасно и страшно. Итак, это Эльма. Теперь этот дом. В этом доме Томер входит с террористами. Террористы пытаются убедить семью Идан, которая живет здесь, открыть дверь защищенной комнаты. Защищенную комнату удерживает Цахи Идан, его дочь Мааян, помогает ему сопротивляться террористам с помощью ручки. Террористы стреляют дважды в дверь. Мааян, которая действительно за неделю до этого отпраздновала 18-летие, получает смертоносное ранение в голову и погибает на месте. Террористы просто выводят семью и помещают ее на их кухню. Они сидят там низко и держат их там. И действительно, семья просто уничтожена. Только что видели, как дочь была убита, дети плачут в истерике.
Террористы безумны. Они просто говорят, что, ну, подумаешь, она умерла, ничего не произошло. Она уже наверху. Не понимаем, почему вы делаете из этого такую историю. Просто больные. Они не закончили с Томером. Они берут Томера дальше. Пойдемте со мной, я покажу вам. Они, по сути, стучат в этот дом. В этом доме находится семья Миран-Леви. Умри Миран, Лишай Миран-Леви и их дочери. Одна из них младенец, ей всего несколько месяцев. Я думаю, что ей было около 5 месяцев в то время, потому что она не намного младше моей дочери Лин. Действительно родилась недавно и немного младше ее. Они собирают семью отсюда, потому что Томер говорит им: «Откройте, или они меня убьют». Умри открывает дверь. Они собирают семью, выходят с дочерью, с 2-летней. Говорят им: «Теперь вы переходите в дом Цахи Идана, в дом, где держат семью на кухне». Лишай говорит им: «Я хочу взять младенца, потому что она не хочет оставлять младенца в возрасте нескольких месяцев одного». Потому что не оставляют младенца в возрасте нескольких месяцев одного. Террористы говорят ей: «Нет». И здесь Томер просто встает и говорит им: «Я возьму ее». И они говорят ему: «Да, взгляните, какой смелый». Они всех забрали и отвели в дом Цахи. И они все еще снимают все в прямом эфире. Они гордятся тем, что они делают. Не путайте, они гордятся тем, что они делают. Из этого дома они похищают Умри и Цахи. Они забирают их в Газу. Цахи был убит во время своего пребывания в Газе. Его вернули при последней сделке. К сожалению, вернулось только его тело. Умри, он жив, но его все еще держат в Газе. И это просто невозможно. Просто невозможно. У нас практически в кибуце не было таких разрушений. То есть, скажем так, Нахаль-Оз относительно 3 супер пострадавших кибуцей, он относительно мало пострадал в физическом плане, да, то есть у нас не было вот таких разрушений, у нас не было танковых боев внутри, у нас не было... При этом он на границе сам. Он на границе, да, но там как-то так получилось, что Кфараза очень пострадал, Кфараза прям совсем рядом с нами, и там прям очень сильно пострадал, там вот этот, там был, собственно, этот район молодых, которые, типа, там несколько домов, где вот молодые были сконцентрированы, которые были полностью разрушены, оттуда куча убитых, куча захваченных в плен. Вот Кфараза, Нир-Оз и Бейри. Это 3 самых пострадавших кибуцы, где прям все очень плохо. В Кфараза каждый 4-й погиб или был захвачен в плен. То есть это вообще как бы... В Бейри там жуткие тоже. В Бейри абсолютно жуткие истории. И Элад, он... так как у него бизнес это с детьми, и он, в принципе, по всем этим южным районам проводил этот бизнес, то вот он абсолютное большинство детей, которые пострадали, погибли, были захвачены в плен, он их знает. И вот эти первые дни, когда мы уже были в эвакуации, вот я помню вот это вот состояние, когда он каждые 10 минут получает сообщение про еще одного. Люди, которых он знал. Вся его жизнь, он там 40 лет прожил. И он просто сидит, и я помню, что он сидит, и он уже не может вот это получать. И он больше не может, потому что и еще выясняется. Там же, опять же, это... Как сказать, сейчас нам это кажется, что это был один день, да, вот 7 октября, а дальше вот там все там понабежало Цали, там как бы и это самое, и все сразу как бы, все стало ясно и понятно. Нет, это же было очень долгое время, вот этот вот туманные войны, туманные ужаса, из которого все новые подробности, и кого-то считали захваченным в плен, он оказался погибшим, кого-то считали погибшим, он оказался захваченным в плен, и вот это вот все вот,
И постоянно, 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 постоянно. И опять же, про кого-то знали, что он погиб, но не могут похоронить, потому что не могут найти тело. И вот Очень и долго. просто, и вот, да, и в принципе до сих пор До этот сих пор. ужас длится с захваченными в плен. То есть заложники наши, а это недалеко. Газа, вон она там. Через дорогу. Буквально, Условно. буквально через дорогу. То есть это просто не вмещается в голову, что все еще. И сейчас, когда вот последние заложники вернулись и рассказывали про плен, и одна из вещей, которая меня очень сильно, скажем так, схватила за сердце, это их рассказ про постоянный голод и вот про то, что иногда они в сутки получали четверть питы. Иногда вообще ничего не получали, но вот иногда получали питу, иногда половину, а иногда четверть на сутки. И я такая, господи, короче, я сама с собой, как знак солидарности такой, что до тех пор, пока все живые заложники не вернутся, вот те, кто еще жив, вот пока они не вернутся, я раз в 10 дней тоже ем только четверть питы за весь день. И я хочу сказать, что это очень-очень мало. Это очень мало. Потому что ты так, ну, пита вроде думаешь, ну, пита это нормально. Потом ты ее делишь на половинку, ничего. Потом ты ее делишь на четверть. Четверть это вот так вот. Теперь стоит упомянуть об этом доме. В этом доме живет Мики. Мики – боец спецподразделения «Ямам». Обычно у Мики при себе пистолет и 2 магазина. Но, к счастью, один его друг закрыл магазин боеприпасов несколько месяцев назад и дал ему еще несколько магазинов. И в итоге у Мики был пистолет и 5 магазинов. В этом защищенном помещении «Мамад» находились его жена и одна из его дочерей. Томер пытался заставить его открыть дверь. Мики ясно сказал ему «Я не открываю». И тогда начался бой между Мики и террористами. Этот бой продолжался довольно долго. Мики, как уже упоминалось, боец Ямам. Он очень опытен. Каждый раз, когда террористы пытались проникнуть в дом, он удачно их ликвидировал. Когда они пытались залезть через окно, когда пытались войти, он ловил их в момент слабости и убивал, сражался. Мы не можем войти внутрь, но весь интерьер этого дома просто покрыт пулями. Нет ни одной мебели, ни одной стены без осколков, пуль, крови. Что-то есть везде. Действительно, этот дом пережил тяжелые события. В конце концов, Мики оказался в защищенном помещении, где он вел переговоры с террористом, стоявшим прямо на краю коридора. И террорист действительно вел с ним переговоры, как человек, умеющий вести переговоры. То есть Мики из Ямам – это подразделение в Цагале, ответственное за такие вещи, за переговоры с заложниками. И он действительно применял к нему те же трюки. Хочешь ли ты пить, стакан воды, чашка кофе, ну, такие всякие вещи. Мики пытался тянуть время, потому что думал, что армия успеет прибыть. Никто не понимал всего, что происходило вокруг. И он тянул время, пока в конце концов террорист не сказал ему «Все, время закончилось». Он показал ему РПГ и сказал «Я считаю до 10. Если ты не открываешь, я убью тебя и всю твою семью там». Мики начал говорить ему «Смотри, это не то, о чем мы договорились. Мы договорились, что я то, сё». Террорист начал опускать РПГ. Мики поймал момент, выстрелил террористу в голову, и на этом история закончилась. Мики убил здесь много террористов. Я не могу точно сказать, сколько, но он убил здесь много террористов. И тот террорист, с которым он вел переговоры, был ответственным за эту штурмовую группу. Так что, как только он его убил, остальные разбежались. Они сильно потеряли боевой дух без командира. Также стоит отметить, что и боевая группа кибуца, и бойцы Ямас также сражались здесь с немалым количеством террористов. Здесь был очень серьезный бой. Вот у нас эта вся история с информационной войной, ты тоже видишь все в социальных сетях, и мы много слышим и видим, что там пытаются внушить и переписывать, что 7 октября это вообще большая выдумка, что этого нет, не было. Ну, ты это все прекрасно знаешь. Да, ну как Вот, и Холокост. да, тоже, которые пытаются переписать всю историю.
Вот людям, которые в это не верят и считают, что все это мы придумали, человек, который вот это все пережил. Вот, допустим, у тебя есть возможность что-то им сказать. Что бы ты сказала? Я бы им сказала, что сходите на каналы ваших любимых той стороны, которой вы сочувствуете. И Хамасу. К Хамасу, да, к Хамасу. И посмотрите у них... Мирным жителям Газа. Неважно, сходите к тем, кому вы сочувствуете, тем, кому вы верите. И посмотрите, скорее всего, в кэше Гугла, посмотрите, что они публиковали 7 числа. Ничего больше не надо. 7 числа что они публиковали? Какой лайв они делали на Фейсбуке? В телеграм-каналах все. Да, в телеграм-каналах все это есть. Но опять же, может быть, вы не верите там телеграм-каналам, все фейк кругом нарисовали. Сходите лично к ним, поищите вот что они что на Аль-Джазире публиковали 7 октября, непочищенные версии. Все, больше ничего не буду говорить. Следующий фрагмент прозвучал по инициативе героя. Содержание отражает исключительно его личную позицию. Оно не является выражением какой-либо позиции со стороны авторов проекта ОТЭФ. Из уважения к его просьбе мы оставили этот фрагмент без изменений. Из этого дома был похищен Омри, а из этого дома Цахи. Если бы была еще одна часть первой сделки, то Цахи был бы освобожден. Он бы жил сейчас. Он был бы сейчас с нами. И у нас сейчас бы была семья, потрясающая, прекрасная семья, правда, но сейчас она разбита и без отца. Омри все еще жив. У него замечательная жена, замечательные дочери, и им нужен их отец. Те, кто выступают против сделки, посмотрят на то, что я сейчас скажу, с точки зрения, назовем ее расчетливой, рациональной, прагматичной. Это неплохие люди. И если ты такой, я не думаю, что ты плохой. Я хочу, чтобы ты просто дал мне шанс убедить тебя в обратном. Потому что твой аргумент, он будет примерно такой. Сделки приводят к новым похищениям, приводят к новым сделкам. Ты даешь террористам стимул, ты даешь им понять, что если они похитят, они смогут получить что-то в будущем. И ты на самом деле создаешь будущих погибших. И дополнительно, когда ты освобождаешь тех террористов, они причиняют вред. То есть часть людей, которые поддерживают сделку, будут убиты теми самыми людьми, которых освободили в рамках сделки. И поэтому мысль о том, чтобы освободить их сейчас, тактическая, но не стратегическая. Но ты ошибаешься. И я объясню тебе, почему. 6 октября были двое гениев, и они думали, что они очень хорошо понимают израильтян. Одного звали Синуар, а второго Насралла. И эти двое подумали, что понимают израильтян настолько хорошо, что решили атаковать нас именно сейчас, в этот момент, когда мы слабые и разделены. И мы ссоримся друг с другом из-за реформы и вообще не пойми из-за чего. И они подумали, что застанут нас слабыми. Но они не поняли того, что каждый 6-летний ребенок в Израиле мог бы им сказать, что если случится такое, люди возьмут оружие, выйдут в шлепанцах без формы на войну. И это именно то, что произошло. Они рванули на юг, пришли в кибуцы, пришли в Нову, пришли повсюду, сражались с героизмом и жертвовали собой. Потому что сила этой страны зависит от одной простой идеи. Сыны Израиля связаны друг с другом. Вот в чем наша сила. И это как раз то, чего эти двое идиотов не поняли. Это идея, что если что-то такое произойдет, каждый израильтянин встанет. И ты встретишь 70-летних дедов с карабином из тайника, и тебе придется их уговаривать не мобилизоваться, когда явка на резерв 250%. Этого они не поняли. Они думали, что мы ссоримся и не устоим, что это наша слабость. Наша сила в нашем единстве. В этой идее, что я знаю, если меня сейчас похитят, все будет сделано ради моего возвращения. И поэтому, когда кто-то тронет израильтянина, я выйду ради него. И вот так каждый выйдет ради другого. И это стратегическая точка. Если здесь нанесут удар, вот это будет слабость. Вот это будет катастрофа. Катастрофа стратегическая. Я говорю это на прагматичном и техническом уровне. Если мы не сможем вот так подняться и встать плечом к плечу, это будет победой врага.
И это намного страшнее для меня, чем какой-то освобожденный террорист, который устроит теракт где-нибудь в Шумроне, или какая-то террористическая организация, которая подумает похитить израильтян. С ними мы знаем, как справляться. И мы справимся. И мы справляемся. Если мы сломаемся изнутри, мы не справимся с ними. Они справятся с нами. Так что стратегический взгляд – это как раз в пользу сделки, а не против. Я надеюсь, что убедил тебя. И очень, очень надеюсь увидеть своих друзей дома.